Добрый вечер, дамы и господа, Мамы и папы, бабушки и дедушки. мы рады видеть вас на лучшем мастер-классе этого города. От лучших актеров Большого театра. Мой отец Роберт Бейкер. И моя дочь Джессика Бейкер. Итак, поднимите руки те, кто ходит на курсы по актерскому мастерству. А теперь те, кто ходит на платные курсы по актерскому мастерству. А теперь поднимите руку те, кто не относится ни к одной группе, ни к другой. Вот вы молодцы, ведь чтобы начать играть, вам нужно действовать и играть. Ха-ха! Итак, кто первый хочет выйти на сцену и показать, что он умеет? Мы вас любим! Очень любим. Тот маневр, когда ты обманул зрителей с эмоцией, я совсем забыла его. Было очень эффектно. Спасибо, Джессика. Ты тоже, как всегда, великолепна. Пап, да ладно тебе. Нет, я серьезно. Пап. Завтра репетиция в 10, не забудь. Хорошо, до завтра. Люблю тебя. И я тебя. Так, внимание, никто не видел Джессику? Джессика, ты где? Дома, завтракаю. Джесс, у нас репетиция идет уже как 5 минут. Серьезно? Прости, пап, я бегу. Как же ты могла? Я верил тебе, а ты помогла сбежать тому лжецу. Да, и все потому, что... Можно текст, пожалуйста? И все потому, что он хороший человек, и я люблю его. Джесс, ты не учила текст? Учила, все нормально. Давай дальше. Слушаю. Пап, я забыла, где я живу. Забери меня отсюда. Джессика Бейкер, мне сложно об этом говорить. В вашей семье кто-нибудь болел Альцгеймером? Мама. Анна. Джессика, у тебя наследованное заболевание Альцгеймер, которое прогрессировало в вашем возрасте. Сейчас нет лекарства, которое поможет избавиться от него, но мы можем попробовать замедлить процесс развития. Я вообще ничего не вспомню. Если верить статистике, то да. Привет! Привет, пап. Как ты здесь? Хорошо. Как ты? Как в театре? А вот ты сама у них и спроси. Выгляни в окно. Джесс, ты чего? Я не могу поверить в то, что я больше не вспомню их. Джесс, нет. Мы каждый день будем разговаривать о родственниках, о твоих друзьях. Ты никого не забудешь. Правда? Конечно, все хорошо, дорогая. Представляешь, сегодня Смиты потеряли Арнольда. Кто такие Смиты? Это мои соседи по квартире. Какой ужас, они потеряли ребенка. Да нет, Арнольд это их пес. А это твоя тетя. Она хотела приехать, но не смогла. Наверное, опять задержалась на работе. Ай. Не помнишь? А вот сюда мы с тобой ходили в детстве. Помнишь? Нет, не помню.
Вы кто? Роберт, подождите. Что такое? Помните, мы говорили полгода назад О чем? о том, что однажды наступит день Икс. Джесс, привет! Джесс? Извините, я вас не знаю. Уходите. Джесс? Это же я, твой отец. Вы не мой отец, уходите, пожалуйста. Я сейчас позову на помощь. Роберт. Джессика скончалась. Пока он в искусственной коме, мы не можем убедиться точно в его состоянии. Вы можете поговорить с ним, конечно, но он вам не ответит. Возможно, это повлияет на его внутреннее состояние. Мистер Бейкер, я благодарен вам за то, что вы поверили нам с Льюисом в тот день, когда дали нам шанс. Ну здрасте. Мне очень плохо. Вас так иногда не хватает. Не знаю, слышите ли вы меня, но в любом случае, если вы не сможете выбраться, мы всегда будем помнить о вас и о том, что вы сделали для нас. Для меня. Мы всеми силами постараемся отыграть этот спектакль. Можно назвать вас дядей? Думаю, да. В общем, дядя Роберт, я так скучаю по вам. Несмотря на то, что вы постоянно шутили, унижали меня, я вас очень люблю. Ну, вы были похожи на моего отца. Ну, вы поправляйтесь. Удачи вам на завтрашнем спектакле. Если будут какие-то новости, я сообщу. Спасибо большое. Ребята, все помнят? Завтра в 6 жду всех. Не забудьте текст и еще раз пройдите по своим сценам. И все? Думаешь, одного пресси будет достаточно? Бетси, Да, Льюис? нам нужно поговорить. Я очень долго не мог собраться и сказать тебе об этом. Дело в том, что я не люблю тебя. Все наши отношения были, игрой. Ты только не подумай, что я пользовался тобой. Нет, ты действительно мне нравилась, но все началось слишком быстро. Бетси. Рэйчел. За мной. Не хочешь поговорить перед выступлением? Это все ты сделал? Я решил сделать тебе приятно. Последние дни ты полностью погрузилась в работу. Всем же нужно расслабляться. Возможно, это действительно то, что мне нужно. Блин, я очень надеюсь, что Роберт сможет выкарабкаться. Он очень хороший. Ситуация с мистером Бейкером, конечно, ужасна. Ну, давай оставим все это там, внизу. Да,
ты прав. Оставим все. Картер, такой дурак. Рэйчел? Картер? Но потом он ударил режиссера мечом. Боже, какой ужас. Он в порядке? Меч был не настоящим, но очень тяжелым, так что ему досталось. Не думала, что Льюис способен на такое. Да, я тоже. Вот бы поскорее завтра. Хочу знать, кто получит 10 тысяч. Что? Ты о чем? Ты чего, забыл? Лучший актер, которого выбрали, получит приз 10 тысяч долларов. Ах, да, точно. Сделаем призовой фонд. Лучший актер получит деньги. Где ты деньги-то найдешь? Я тебя умоляю, кто с нами сравнится? На что ты их потратишь, если выиграешь? Ну, не знаю, не думал об этом. А что насчет тебя? Я бы хотела учить маленьких детишек. Я, правда, не профессиональный актер, но я думаю, я смогу их научить. Ого, вот это да. Я бы никогда не подумал об этом. Знаешь, Картер, мне так с тобой спокойно. Я чувствую себя в безопасности среди всех этих лживых людей по типу Тима. Рэйчел, на самом деле я хотел тебе признаться. Ты мне нравишься. С самой первой встречи с тобой. Я никогда не нуждалась в дополнительной поддержке. Мой отец всегда был рядом, особенно в тех моментах, когда это нужно было. И я сожалею, что никогда в своей жизни не смогу отплатить ему тем же. Ведь не хватит жизни, чтобы доказать ему свою любовь. Но это не все. Я обещаю всем вам, что буду до конца своей карьеры заботиться и любить моего отца. И в знак своей любви к нему я подарю тебе мое самое любимое животное – попугая. Я надеюсь, что в моментах, когда я не смогу быть рядом, он заменит меня. Я люблю тебя, папа. Очень сильно. Попугай. Звоните Рэйчел. Да? Что случилось? Простите, что пришлось вас отвлечь, но пару минут назад Роберт отошел от сна и пробормотал что-то про попугая. Вы знаете, о чем он говорит? Нет. Видимо, это очень тяжелое и важное воспоминание, которое смог хоть и на миг, но пробудить Роберта. Я предполагаю, что вам нужно съездить к нему домой и проверить там все. Может, лучше доверить это полиции? С полицией будут большие мороки, а вещь, которая поможет Роберту проснуться, нужна как можно скорее. Берите ключи и езжайте. Адрес уточните у вахты. Это точно здесь? Другого адреса не было. Ладно, пойдем. Боже мой. Это попугай Роберта? Скорее, ищи корм. Он тут без еды уже несколько дней. Бедняжка, хозяина ждал. Почему он не улетел? Окно же открыто. Наверное, он очень был привязан к мистеру Бейкеру и был готов ждать его до своей смерти. Что же, будем наблюдать. А вам большое спасибо. Он бы там погиб максимум через 2 дня.